Посмотрим альтернативную реальность. Мне очень нравится эта игра в целом. Это саундтрек из игры, просто переведен на русский язык нормально, внятно. Ну, по альтернативной реальности, то, что Советский Союз не распался, а успешно завоевывает Америку. И, собственно, и Европу. Да. Ну, собственно, все образы использовал. Ну, здесь по истории нечего рассказывать, потому что это полный бред. Это клюква, клюква-клюквина. И все сделано ради смеха, ну и как бы ностальгия по этой игре. Но мы здесь можем немножечко про коммунизм раскрыть, наверное. Вставай, пролетарий, рви рабскую плеть. Что такое пролетарий вообще? Что пролетарий это римское слово, которое обозначает, что человек, которому нечего терять, кроме своего потомства. Ну, то есть, вот все, у него нет ничего. Это была в свое время очень характерная для именно Рима, не всей Римской империи, а конкретно для города Рима проблема. Потому что город Рим, город-мутант, он аномальный совершенно для своего времени. Потому что там проживал 1 миллион человек. В то время как большой город в то время считался 1050. И это был просто очень большой город, 50 тысяч. Что творилось в те года? А тут миллион. Римляне поэтому никогда, очень редко говорили Рим. Зачем? Они говорили просто город. Он такой один, зачем что-то уточнять? Логично. Вот. Ну а что такое 1 миллион человек друг у друга на голове в условиях, ну, все-таки того, вот такого технологического развития? Да еще и рабовладельческого строя. У людей работы нету. Вот нету и все. Им негде работать. Потому что работу выполняют рабы. Работать им негде. Если ты все-таки работаешь, ты работаешь за еду. Ну, фактически тебе платят столько, чтобы ты просто не сдох. Чтобы ты мог купить там себе кого-то хлебца. И вот, значит, был пролетариат. Это как раз те, кто работал и получал зарплату. А был люмпмен пролетариат. Это просто безработные. Которые целиком зависели от раздачи хлеба императорам или от своего патрона. Это получается фраза «кто работает, тот ест»? Да. Вот от пролетариата. Да, да. Работаешь — ешь. Вот. И потом оказалось уже во времена глубокой рефлексии над политэкономией в 19 веке, что этот термин очень удачно ложится на современный рабочий класс. Потому что с рабочим классом капиталисты, ну, поступили даже интереснее, чем когда-то римляне поступали с рабами. Ну, потому что раб — это проблема. Он убежать может, его нужно заставлять работать, а значит, нужно к нему охранять, плеть применять, бить его регулярно, а это утомительно очень. Рви рабскую плеть. Да, ну. А он еще и в ответ тебе потом даст что-нибудь, типа как Спартак сделал когда-то, и не один он. А тут, смотрите, как удобно. Никто тебе не заставляет работать, можешь, собственно, не работать. Ну, с другой стороны, а хочешь — работай. Но платят тебе ровно столько, чтобы ты воспроизвел свою рабочую силу и не больше. Чтоб выжил. Да. А все остальное капиталист спокойно забирает себе. Этот хитрый маневр очень долго не могли вскрыть. То есть просто не понимали, а как это. Потому что создание вот той самой, одной из основ марксизма, трудовой теории стоимости, вот это человечество должно было пройти как минимум 200-летний путь философский исследования этих процессов. Потому что откуда берется прибыль? Ну, тебе сразу любой скажет: господи, было яблоко, я его купил за 1 рубль, помыл и продал за 2 рубля. На 2 рубля я купил 2 яблока, помыл и продал за 4. Потом у меня умер дядя-миллионер. Вот так я сделал свой стартовый капитал. Ну, то есть, я к чему? Прибыль берется из того, что ты купил дешево, ну или произвел дешево, а продал дороже. И понятно, вот эта разница, это и будет прибыль. А потом такие сидят и думают: а где-то тут какая-то ложовина. Ну, ровно потому, что все же занимаются одним и тем же. То есть, кто-то производит табуретки, или покупает табуретки и продает их дороже. Кто-то производит гвозди для табуреток, и то же самое продает их дороже. То есть, если все будут покупать дешевле, ну или производить дешевле, а продавать дороже, то на круг прибыль будет равна нулю. Потому что прибыль твоего соседа
сожрет твою. Твоя прибыль сожрет вот Сашкину прибыль, ну и так далее по кругу. То есть не будет капитал возрастать. А он, однако, если опять же на круг взять вот всех капиталистов, а капитал возрастает. А как это? Как это выходит-то вообще? И тогда потребовалось, опять же, это мозгоразрывающая вообще идея. Я когда об этом думаю, я прямо горжусь тем, что я человек. Потому что я принадлежу к одному виду, к этим прекрасным парням, наподобие Адама Смита и Карла Маркса. Догадались до понятия абстрактного труда. То есть не труда, вот настоящего труда, а абстрактного труда. Потому что вполне очевидно, что вот ты, что бы ты ни делал, как бы ты красиво не торговал своими табуретками, пока рабочий ее физически не сделает, тебе будет нечем торговать. Но уже, значит, родилась такая мысль, что а вот может быть это в труде прибыль спрятана. Но тут опять вопрос возникает. А как так? Ты трудишься, я тружусь, там вот он трудится. Но почему-то этот самый труд, да, он приносит прибыль, но как-то почему-то он очень сильно по-разному стоит. Ну, один получает, условно говоря, 100 рублей, другой 150. А почему? Ну, вы же калории-то количество одинаковое тратите на свою работу, ну там 7-8 примерно. Приравняем деньги к калориям. Как это вообще действует? И вот тогда дошли мысленно до понятия абстрактного труда. То есть труд как некая идея, и он по рынку в среднем где-то уравнивается таким образом. И стало понятно, что именно из труда, вот из этого абстрактного труда происходит прибыль. И так родилась усилиями Дэвида Рикардо и Адама Смита та самая трудовая теория стоимости, что именно труд создает стоимость. Но чтобы он создавал стоимость, нужно, чтобы человек, который в условиях капиталистической, общественно-экономической формации работает, не получал всей оплаты собственного труда. И вот неоплаченная часть труда, так называемая прибавочная стоимость, и составляет прибыль. То есть без пролетария и его пролетарского состояния не будет прибыли. Задача в том, чтобы вот этот моментик узкий отрезать. То есть, чтобы общественный характер труда остался, а частный характер присвоения пропал. И вот тогда будет коммунизм. Пойдем дальше углубляться по терминологии. Да, я что-то тоже заностальгировал по игрушке. Балалайка, водка и медведь должен быть еще. Под красное знамя в единый союз всех объединяет Советский... Ну, я уже запутался. Идея интернационала, мировой коммунизм. Можно чуть-чуть поподробнее вот это рассказать? Это очень просто. Идея на самом деле проста, как Колумбово яйцо. Типа для чего вот это в игре Советский Союз захватывает весь мир? Для чего? Для того, чтобы зажить коммунной мировой, совершенно справедливо. Ну, ровно потому, что когда у вас исчезнет вот тот самый момент частного присвоения прибыли. Капитализм. То есть капитализм. Исчезнут любые причины для больших мировых конфликтов, которые у нас разрешаются чаще всего войнами, что очень плохо. Почему? А ровно потому, что Семену Семеновичу с завода турбинных лопаток и Джону Смиту из какой-нибудь американской шахты делить нахрен просто нечего. У них нет точек соприкосновения, где они могут покусаться. Потому что у него главная задача и главный его интерес ходить на работу, и чтобы все было в порядке. Делать кувалды. С этой самой работой. Ну, например, делать кувалды, а другому этими кувалдами пользоваться. И таким образом общественный характер труда, чисто экономически, соединит всю землю в одну земную республику. И все, будет мир, труд, май. Так точно. Пока с инопланетянами только не встретимся. Или не начнем торговать с другими планетами. Каждому по потребностям, от каждого под способностям. И каждому по планете. И по планете. Землю крестьянам, кресты землянам. Да. Этот ролик очень любят американцы смотреть. Я не знаю почему. Ну, во-первых, они в игрушку играли, я уверен. Ну да. Дыщ. Порвем цепи зла. Да. Нарисовано просто классно.
О, Рим. цирк Флавиев, он же Колизеум. Да-да-да. Ну, какая забавная клюква, мне нравится. Это очень классный ролик, прямо вообще. Это я набрал реквизитов Останкина, это просто дома снимал. Ня. Это поставил стол обеденный Столичная. и на слайдер катал эту камеру. Эй. Империалисты, это кто у нас, как его называли? Империалисты — это не ругательство, это научный термин, который обозначает, в смысле империализм. Сначала нужно сказать, что такое империализм, а отсюда будет понятно, кто такие империалисты. Так вот, империализм — это всего лишь господство финансового капитала. Финансовый капитал — это слияние промышленного и банковского капитала вместе. Когда получаются огромные финансово-промышленные монополии. Вот когда они составляют основную массу экономики, такая страна или группы стран превращаются из просто буржуазных в империалистические. А хуже этого уже быть ничего не может. Почему? Потому что у капитализма, у исходного капитализма, есть огромные плюсы. Несмотря на всю мерзость, которую производят с рабочими, именно капитализм свободной конкуренции дает огромный, точнее давал, огромные силы пинок промышленности. И производительность труда, опять же, не в каждой конкретной отрасли, а всего на круг. Уже ко временам Прудона, ну то есть условно к 40-м годам 19 века, по сравнению с началом 18 века выросла в 1000 раз. То есть объем продукции, качество ее увеличивается настолько, просто вот экспоненциально. Ну там индустриальная революция. Конечно. Это создание вот нашего материального мира человеческого. Оно, собственно говоря, происходило именно тогда. Но в капитализме есть конкуренция. Оно же почему свободная конкуренция? Потому что она есть. А в конкуренции всегда есть победители. И вот у вас вместо того, чтобы сотни мелких, средних, более-менее крупных фигур конкурировали, борясь за повышение производительности труда, улучшение качества товара, а значит и снижение цены его. Ну потому что чем больше ты серию делаешь, тем у тебя меньше выходит за каждую конкретную вещь. За счет вот этого тиражирования огромного. Вот вместо того, чтобы бороться, монополии бороться уже не с кем. И она может делать просто все, что захочет. И капитализм теряет единственную свой плюс, который превращается в диалектический минус. А если этот минус помножить на масштаб планеты Земля, то мы увидим, что в конце уравнения у нас есть одно слово на букву Ф, или оно же на букву Н. Каковое неизбежно порождается вот той самой монополистической практики империализма. Это фашизм. А фашизм, как мы понимаем, и это было явно наглядно, это пипец, если говорить по-простому. То есть, когда капиталист, крупный буржуа, империалист говорит: а к чертовой матери, буду править напрямую. Если вы недовольны, будет жесточайший террор. То есть, никаких вам больше демократических свобод, ничего этого вообще не надо. Есть монополия. Я тут просто хозяин. Делать буду, что хочу. Это открытая, прямая, террористическая диктатура наиболее реакционных и шовинистических кругов финансового капитала. Это фашизм. Это прямое порождение империализма. И вот когда вся планета становится империалистической, то там дальше мир Вархаммера буквально через запятую. Вечная война, которая не кончится просто никогда. Звездные войны. Да. Свержение императора. Да. Это все это все порождение империализма. Видите, как классно. И над песней поржали и просветились немножко. Формат очень хороший. А где ты такую шикарную звезду взял? А вот в Останкино дали. О, ничего Сказали, себе. я говорю, а что, зачем комиссару звезда? Говорит, а носили? Вот такие звезды носили. Я говорю, ну ладно, все. Ну и куда же без того товарища Ленина. Да. Вот такой ролик. Хороший. И игрушка была замечательная в свое время.